Приветствую всех! Сегодня предлагаю вам мастер-класс на вязание шапочки бини, двойная шапочка, связанная диагональным узором. Узор очень простой, но смотрится интересно, рельефный, красивый. Он тоже двухсторонний, но нам в этом случае как бы не нужно, потому что шапка у меня двойная. Все-таки на более теплый период. Причем сначала у меня идет подкладка в цвет основной пряжи, а затем уже я вяжу из бэйби альпаки 100% для теплоты пряжи. Данную шапочку можно начинать вязать с резинки, а потом перейти на основной узор, либо вязать сразу же, начиная с бросовой нити, переходить на узор, вязать сначала высоту шапки, а затем уже бросовую нить снимаем, набираем эти петли и вяжем в обратную сторону подклад пряжи. То есть вариантов масса, но мы сегодня будем говорить именно об узоре. Шапка у меня связана на обхват головы 56 сантиметров. Это пряжа от Yarnart Imperial Merino. 100% меринос. 50-граммовые моточки. У меня ушло почти 100 граммов. Но от 100 граммов у меня еще немножечко осталось. То есть это примерно 80 граммов на эту шапку у меня ушло. Давайте начнем. Раппорт узора кратен 4. Узор для кругового вязания. Ряды провязываются в каждом ряду. Я буду показывать, это у меня образец. Набираете петли кратные 4 плюс 1 петля для замыкания в круг. Если вы будете вязать сразу же узор, то двойная на бросовую нить. Если вы начинаете с резинки, ну как бы здесь можно и с подворотом эту шапку сделать на резинке, то есть смотрите сами, то есть какой у вас будет набор, на бросовую нить или сразу на основную. Петлю снимаем, надеваем на соседнюю спицу и первую петлю так набрасываем, хвостик затянули. Все, мы замкнули в круг. Так, первый ряд узора, всего у нас 4 ряда в высоту. Первый ряд узора провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Второй ряд. Начинаем вязание с 1 изнаночной петли. Она не входит у нас в раппорт узора. Провязываю первую петлю изнаночной. Далее вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Ряд у нас закончится также 1 изнаночной петлей. Третий ряд 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так мы вяжем по кругу. Четвертый ряд провязываем лицевая, не входит в раппорт, лицевая,
Далее мы вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, и ряд у нас закончится 1 лицевой петлей. Это 4 ряда узора в высоту. Ну, конечно, сейчас пока не видно, но потом, как бы, когда вы будете провязывать вверх, у вас будут появляться вот такие дорожки, диагональные дорожки. Если будете вязать из пряжи от Yarnart Imperial Merino, то эти дорожки, она сначала, как в процессе вязания, эта пряжа как бы, да, такая скукоженная, но после ВТО она расправится. У меня буквально, наверное, вот настолько увеличилась. Это вот сколько? Сантиметров 7. Вот настолько увеличилась у меня моя шапка. То есть вот это учитывайте. Далее у нас узор повторяется сначала, и мы вяжем на необходимую высоту. Как правило, высота шапки бини без резинки составляет 23 сантиметра. От 23, 23, 25 или 27. Потому что макушечка, она потом вот так вот загибается. Вот так на голове. Вяжется вверх, и дальше как я закрывала эту макушку. Видите, у меня такая получилась. Но это изнаночная сторона. Мне понравилось именно закрытие с изнаночной стороны, и я шапку вывернула, так как узор двухсторонний. То есть по лицевой стороне диагонали шли бы вот в эту сторону, а по изнанке в эту сторону. Закрыв по лицевой стороне, я закрывала изнаночными петлями. Но вот это закрытие мне понравилось больше. Как я выполняю закрытие? Провязав 23 сантиметра, я провязываю согласно узору, то есть также я сдвигаюсь, я провязываю сначала. То есть у нас начинается с 2 лицевых. Я провязываю эти 2 петли вместе лицевой, потом 2 изнаночные, 2 петли вместе лицевой, 2 изнаночные. Следующий ряд без изменений по кругу вяжется. В следующем ряду закрываю 2 изнаночные петли вместе лицевая, 2 изнаночные вместе лицевая, 2 изнаночные вместе. Следующий круг без изменений. Затем провязываю, ну, как бы, если я по лицевой стороне закрывала, я уже на изнаночные петли, значит, подошла и закрывала 2 петли вместе изнаночной, целый круг. Следующий круг без изменений. И еще один круг, 2 петли вместе изнаночной. И вот по изнанке у меня получилось вот такое закрытие. Затем все оставшиеся петельки я стянула и уже стала смотреть, что мне больше нравится. И все-таки решила, что вот эта изнаночная сторона будет лицевой. Вывернула. Здесь у меня была бросовая нить. Я с бросовой нити перекинула все на петли и провязала. Вот здесь я провязала где-то примерно 7 сантиметров в обратную сторону. Это то, что к голове будет примыкать, ну, чтобы не вылезал вот этот другой цвет. А затем присоединила пряжу. Я знаю, что она очень теплая, мягкая, не колючая. И провязала уже до конца. Здесь я выполнила закрытие таким же образом, как рассказывала, только лицевыми петлями. Все, петельки я стянула, ниточку туда спрятала, и у меня шапочка готова. И все. Потом я эту шапочку постирала. Значит, сразу же хочу сказать, что вот эта пряжа, шапку я вязала спицами 3,5. Шарф. Я уже вязала из этой пряжи шарф не себе, а на заказ. Вязала на спицах 4, и как бы шарф меня устроил, но он тоже вытянулся. Но шапка мне нужна была поплотнее, я взяла спицы 3,5. И после ВТО, когда постираете, пряжа расползается, и она вытягивается. У нее это свойство есть, именно этой пряжи. Но она очень мягкая, приятная, не колючая, очень комфортная, поэтому... В принципе, можно иметь в виду эту пряжу. Тем более мне сказала продавец пряжи, что это аналог от Lana Gata Merino. Какой-то меринос от Lana Gata. Ну да, возможно, потому что Yarnart, он делает аналоги. Это уже не
Это уже доказано, это уже не первая пряжа, поэтому в принципе пряжа неплохая. И вот такая шапочка получается. Вяжите с удовольствием.